Механизм крепления. Это складной механизм самоката Kuga S3. Обратите внимание, с этой стороны фиксатор потихонечку вылазит из паза. А с этой стороны фиксатор достаточно глубоко находится в пазу и фиксирует самокат. Нас интересует именно вот эта сторона, где фиксатор вылазит. Происходит это во время движения. Вылетает нечасто, но бывает. И это очень неприятно, особенно когда на самокате едут дети. Поэтому мне сейчас предстоит разобрать вот этот механизм. Как и в прошлый раз, я это буду делать впервые. Я не знаю, как устроен этот механизм. Предлагаю вам посмотреть вместе со мной. Уважаемые зрители, канал Электроника Транспорту. В этом видео я буду пытаться отремонтировать механизм самоката, который отвечает за его складывание. Именно пытаться, потому что разбираю я этот механизм в первый раз. Получится или нет отремонтировать, посмотрим в конце видео. Поехали! Для начала я сниму руль, потому что он мне будет мешать. И кроме всего, я хочу еще раз отрегулировать зажим переднего подшипника, так как после того, как он немного поездил, появился небольшой люфт. Буквально чуть-чуть его еще нужно подтянуть. Дальше я хочу открутить вот эту вот пластиковую заглушку и посмотреть, что там под ней. Скорее всего, что там будут какие-то провода, и они могут мне мешать при разборке самого механизма. Для того, чтобы открутить, нужна крестовая отверточка достаточно тонким шлицом. Снимать пластиковую заглушку нужно аккуратно, потому что она держит провода. И висит она на вот таком вот разъемчике. Это разъем к разъему питания для зарядки батареи. Аккуратно снимаем его. Чтобы мне было дальше удобно разбирать механизм, я отцеплю полностью руль. Здесь находятся провода и разъем. Разъем заклеен клеем. Ну, я его снял. Теперь я могу спокойно убрать руль, чтобы он мне не мешал. Под пластиковой заглушкой находится контроллер, мотор колеса самоката. Он не закреплен, он просто тут лежит, да и все. Давайте его отключим. Вот так он выглядит. Не знаю, насколько он герметичный, но похоже, что все-таки герметичный. Эти самые крышечки с обоих сторон металлические, а под ними силиконовые прокладки. То есть вода туда попасть не должна. Кроме того, место, где заходят провода, тоже залиты силиконом. Ну, с одной стороны провод выскочил. И тут, конечно, вода будет проходить. И это как раз то место, где провод опускается сверху. Если будет идти дождь, то
капли дождя будут попадать как раз на этот провод и будут спускаться по этому проводу и попадут в контроллер. То есть вот эту часть, когда я буду собирать, вот эту вот часть, я ее обязательно промажу. И вам советую сделать то же самое, потому что из-за элементарного дождя можно остаться просто без самоката. А эта тыльная часть самоката, нижняя, обратите внимание, впереди стоит пластиковый бампер. Он закрывает аккумулятор от попадания воды и грязи. При падении, когда самокат сложился, он ударился этим бампером об асфальт, и пластиковый бампер повредился. Я его тоже сейчас сниму. Он на 2 болтах, шестигранники. Я его тоже сейчас сниму. Еще снизу болтик под крестовую отвертку. Я его сейчас сниму и попробую восстановить. Я взял набор, где подписаны номера шестигранников, и теперь я вам могу сказать, каким ключом нужно откручивать бампер самоката. Это ключ шестигранник номер 4. Внизу болт под крестовую отвертку, но после того, как самокат сложился и болт проехал по асфальту, крестовая отвертка туда не залазит. Поэтому я буду выкручивать, пробовать подручными средствами. Хорошо, что этот болт закручен не очень сильно. И обыкновенными утконосами у меня получилось его выкрутить. Это не болт, это саморез оказался. Ну, в пластик обычно саморезы вкручиваются. Вкручиваю со второй стороны бампер. Все. Бампер достаточно легко снялся. Вот, посмотрите, как он лопнул. Буду пытаться восстанавливать. Сейчас я хочу раскрутить вот этот вот болт. Он с 2 сторон как-то скреплен между собой. Я еще не знаю, раскручу, посмотрю, как он держится. На нем в середине стоит силиконовая или полиуретановая втулка. Эта втулка прижимает вот эту часть рамы, чтобы фиксатор не выскакивал из паза. Если я выкручу вот этот болт, то рама должна спокойно туда-сюда ходить, и у меня будет возможность посмотреть, как работает данный фиксатор. Если это не поможет, я буду разбирать дальше. Я пробовал подобрать сюда шестигранник, у меня ничего не получилось. В стандартном наборе у меня идет шестигранник на 4, потом следующий на 5. 4 маленький, 5 большой. Судя по всему, сюда ставится какой-то 4,5 шестигранник. Но у меня такого в наборе нет. Я вышел из положения, взял звездочку Т-30. Она подошла. Хотя тут и не звездочка, а болт под шестигранник. Но он закручен от руки. В принципе, я его открутил. Обратно, когда собирать, нужно поставить, нужно намазать жидкость. Нужно намазать фиксирующейся жидкостью. Здесь, если видите, то синяя отметочка. Это капнули фиксирующую жидкость. Откручиваю с другой стороны. А со второй стороны прокручивается, но не откручивается. Такое впечатление, что чем-то зажато. Наверное, надо механизм
освободить. Так, отпустил механизм. Попробую сейчас выкрутить. Нет, не идет. Такое впечатление. Так, у меня получилось вытащить шток. Вот такое крепление. И теперь вынимаем полиуретановый амортизатор. Убрали, теперь будем пробовать защелкивать. Когда мы упор убрали, при защелкивании фиксатор полностью ложится в пазы. То есть внизу ему ничего не мешает. Почему же он выскакивает? Я решил попробовать еще раз собрать механизм, но не закручивать, и попробовать разложить его в таком состоянии, как сработает сам механизм. Втулка по размерам немного больше, где-то на миллиметр-два больше, чем расстояние между щеками. Получается, когда втулка сжимается, она становится толще. Возможно, в этом причина. Я ее даже руками тяжело ее туда засовывать. Вот эта силиконовая втулка, когда сжимается, она становится толще, она зажимает внутреннюю ось, и, возможно, расстояние от самой втулки до корпуса очень большое. Да, мне кажется, я понял, в чем причина. Если втулочки нет, то я достаточно спокойно защелкиваю этот механизм, и он полностью ложится в пазы и фиксируется там. Но когда я ставлю втулочку, у меня даже не получается ее заклинить. Поэтому я сейчас попробую эту втулку на пару миллиметров уменьшить по высоте. Как я понял, защелка не заходила в паз из-за того, что с этой стороны рамы был упор. Упор вот в эту резинку. Сама резинка, если бы она была более мягкая, она бы позволяла раме отходить дальше и защелкиваться самому упору. Но резинка из полиуретана какого-то, она достаточно жесткая, она не проминается. Поэтому я решил ее подточить. Во-первых, я сточил ее с обоих сторон под углом 90 градусов. Вот здесь, сточил вот здесь и вот здесь.
Теперь она достаточно легко становится, но не выпадает, с легким защемлением. И я сточил, если вот так вот посмотреть, то видно сверху такая плоская грань. Здесь я тоже сточил до того момента, когда у меня начал нормально защелкиваться механизм, и в пазы заходил ригель. Что я еще здесь заметил? Крепление – это вот такая вот ось, в которую с другой стороны закручивается болтик. Проушины, диаметр проушин разный. С одной стороны эта ось проходит нормально, а с другой стороны эту ось как бы слегка закусывает. У меня было прикручено, ось стояла в проушине, в которой ее закусывало. Я считаю, что лучше поставить наоборот, ось в более прослабленную проушину. И теперь я могу собрать самокат даже при защелкнутой раме. Только в конце нужно ее все-таки сложить, чтобы легче было закручивать эту ось. Когда ось зашла, я попытаюсь поставить резинку так, чтобы она давала возможность легко защелкиваться самому механизму. И собираем, ставим винт, закручиваем. Да, забыл. Перед тем, как окончательно собрать винт, я на резьбу, там где была точка, нанесу фиксирующуюся жидкость. Насколько я понимаю, сильно не надо стягивать эти проушины. Достаточно, чтобы здесь болты зафиксировались и не раскручивались и не распадались между собой. Ось и болт. Так. Теперь я могу достаточно легко разбирать и собирать самокат. И механизм с обоих сторон у меня, сам ригель заходит до конца в пазы с обоих сторон. Не только с одной, как было в прошлый раз, а с другой стороны выскакивал, а заходит с обоих уже сторон. Я спаял передний пластиковый бампер. Вот можете видеть, где он был разломан. Вот здесь не хватило, выломался кусок пластмассы, у меня не было такой пластмассы, поэтому я его поставлю, а потом заделаю аквариумным герметиком, который хорошо выдерживает воду. Он тоже черного цвета и будет не сильно видно. Вот здесь в середине, вот здесь вот, ну вот буквально
на полпальца расстояние, стоит аккумулятор. Аккумулятор, я так понимаю, на всю вот эту вот деку. И стоит вот такая резиновая заглушечка. Эта резиновая заглушка, судя по всему, нужна для того, чтобы поджимать вот эти провода кверху, чтобы саморез не пробил их. Другого ее предназначения я пока что не вижу. Ставлю обратно пластиковый бампер. Сейчас я уже понимаю, что его можно было и не снимать. Хотя он был поломан, его нужно было снять, чтобы отремонтировать. А так, для того, чтобы устранить проблему с защелкой, снимать бампер абсолютно не нужно. Но для того, чтобы это понять, нужно было все это разобрать. Устанавливая бампер, нужно быть очень аккуратным, чтобы нигде не попали провода и их не перерезало саморезами либо болтами. Буду внимателен. Все, вроде бы все встало на свои места. Берем болтики. Ключ на 4 и закручиваем. Стараюсь собирать так, чтобы пластик везде четко ложился. Закрутил, села со второй. Что не так? Переверну, посмотрю. Там, где паял пластик, что-то у меня не сходится. Может, резьба сорвана? Да, похоже, тут что-то с резьбой. О, все. Закрутил. Итак, у меня осталось саморез. Но саморез мне, судя по всему, придется найти, потому что такой саморез я не буду закручивать. Но он интересный, такой толстый. Такой еще надо постараться найти. И когда буду герметизировать, герметик положу вот здесь вот, чтобы вода не попадала. И я заметил, сверху есть сбоку какие-то отверстия. Я не знаю, для чего они. По идее, туда тоже может вода попасть. Наверное, тоже их надо будет загерметизировать с одной и со второй стороны. Зачем они нужны, не знаю. Если кто-то из вас знает, сталкивался, зачем вот эти вот боковые отверстия между пластиком и самой декой с одной и с другой стороны в пластике, напишите в комментарии. Провода выходят из металлических заглушек, вернее из металлических боковин, и здесь они залиты герметиком. С одной стороны нормально все держится, а с другой стороны, если увидите, я сейчас постараюсь на камеру навести, вот так торчат провода, они, видите, ходят через этот герметик. Это означает, что здесь уже этот герметик не держит. О, да это не герметик даже. Такая заглушка.
Да, с этой стороны тоже заглушка, но она залита клеем. Даже не клеем, а силиконом. И здесь я тоже... Здесь силикон есть, но он... Провода, видно, вот так видно ходили вверх-вниз, и силикон этот разошелся просто-напросто, он уже не держит. Поэтому перед тем, как собрать, я обязательно эту часть загерметизирую. Этот провод идет наверх, и если идет дождь, то по нему обязательно будут попадать капли, будут спускаться капли и будут попадать через эти отверстия в середину вот этого блока. А там плата, радиодетали, если попадет вода, они могут закоротить, и тогда все выйдет из строя, и придется либо его разбирать и паять, восстанавливать, ну, если это будет возможно, потому что очень часто даже плата выгорает в таких ситуациях, либо покупать целиком новый. Чтобы этого не было, я его загерметизирую. Я только что еще раз подрегулировал рулевой подшипник вот здесь. Подробно о том, как это делал, есть в предыдущем видео. Ссылочку оставлю в описании. И мне осталось только все собрать и проверить, как в результате всей этой работы будет работать механизм складывания самоката. Будет он сам складываться или нет? Будет его тяжело на дороге раскладывать? Или он будет работать нормально, как положено? Так, подсоединяем разъем аккумулятора. Дальше разъем заднего габарита. Нулевой разъем находится в верхней части. Беру пластиковую крышку. В ней разъем питания. Он красного цвета, и красного цвета разъем питания в самом контроллере. Все разъемы одеваются, они имеют полярность, и одеваются они только одной стороной, потому у них для этого установлены ключи. Другой стороной тяжело их включить. В принципе, можно, нужно аккуратно смотреть, чтобы не поломать разъемы и правильно их соединить между собой. То есть правильно определить, где находятся ключи. Аккуратно прячем, упаковываем провода, чтобы провода нигде не зажало, чтобы они не попали под винты. Здесь резиновый сверху в пластиковую крышку вставляется резиновая заглушка. Она одевается на провода. У нее разрез есть, поэтому ее достаточно легко одеть на эти провода. Опять же, провода все проверяем, аккуратно прячем, чтобы нигде мы их не перерезали винтиками, не придавили никакими крышками. Наверное, нужно вытащить нижний разъемчик, потому что тяжело так одеть. Не одевается эта заглушка, если крышечка стоит под углом. Резинка плотно садится. Все, одел верхнюю резиновую заглушку. Можно поправить теперь провода, на какую длину они должны выходить. Спрятать их в середину. И теперь можно одеть разъем питания. Не забудьте, а то самокат не будет заряжаться. И смотрите внимательно на ключи.
разъемов. Аккуратно смотрю, чтобы нигде провода не попали между железной частью и крышкой, чтобы их не раздавило. И устанавливаю крышечку. Осталось поставить руль на место. Ровно выставить его и закрепить. Проверяем, что получилось. Самокат складывается. И раскладывается. Но остальное покажет время. Буду тестировать. Для вас прошел один миг. Для меня прошло несколько месяцев. За эти несколько месяцев на этом самокате кто только не покатался. Ну и теперь посмотрим, как работает механизм, который мы с вами ремонтировали в течение всего этого видео. Обратите внимание на ригели. Они все грязные, в песке, потому что много кто на нем ездил за это время. Разложился самокат хорошо достаточно. Ну, разболталась опять передняя часть руля. 2 месяца теста прошли удачно. Я показал абсолютно все, что мне нужно было для того, чтобы разобрать этот самокат. Вы все это видели. В следующий раз вы, когда будете разбирать его, вы, конечно, много чего того, что я делал, делать уже не будете. А сделаете все гораздо проще. Для этого такое видео и делается. Ну а на этом все. До следующих видео. Пока-пока.